Глава 57. Желание отомстить. Мабуи нагнала меня в коридоре. На ее лице была теплая и добрая улыбка. Застенчиво покручивая спадающий локон, она просто молча шла рядом. Наконец, дойдя до главной лестницы, девушка проговорила: «Кажется, все прошло лучше, чем я ожидала». «Ха», неловко усмехнулся я, потирая затылок. «Не без определенных трудностей, но нам удалось достигнуть поставленной цели. Честно говоря, я сейчас испытываю сильное облегчение». «Согласна. Но знаете, Обита-сан, я ни минуты в вас не сомневалась». «Правда? С чего такая уверенность?» – удивленно спросил я, останавливаясь на несколько ступеней ниже Мабуи. «Ну...» – начала девушка, слегка растерявшись. «Просто, когда вы говорили те слова, я почувствовала вашу уверенность и решительность и...» Помощница Райкаги запнулась и стеснительно прикрыла лицо планшетом для бумаг. Я в недоумении склонил голову на бок. «И можете считать это женской интуицией?» После этой фразы она звонко засмеялась, с покрасневшим лицом. «Вот как? Тогда стоит почаще доверять вашему чутью, Мабуи-сан», добродушно ответил я, кивая головой. Вновь воцарилась тишина. В воздухе прямо-таки повисла какая-то неловкость. Девушка смотрела на меня своими глубокими зелеными глазами, переминаясь с ноги на ногу. В конечном счете мы продолжили спускаться вниз. У самого выхода Мабуи остановилась и окликнула меня. «Обита-сан, вы... сегодня покинете деревню?» Нет, что-то эта дорога измотала меня. Думаю, день отдыха не повредит. К тому же, грех не воспользоваться предложением лорда Райкаги, правда? Да, просто замечательно, что вы останетесь здесь еще на день, воскликнула она, после чего ее глаза округлились, заблестели, и девушка продолжила, но гораздо тише. То есть, я имею в виду, что мы рады вас принять как почетного посла от деревни Скрытого Листа. Но, как сказал господин Четвертый, стоит быть начеку. Вы хороший человек, но, к сожалению, мало кто в деревне согласится с моим мнением. И я боюсь, что могут найтись способные ради своей мести на все, даже слушаться приказа господина Райкаги. Я опустил голову. В отражении мраморной плитки виднелось мое лицо. В эту секунду я представил себя на месте этих шиноби, и внутри все резко всколыхнулось. Я понимаю их чувства и готов к этому. Но... Хотелось запротестовать Мабуи, однако я вытянул руку вперед и показал ей большой палец. Не о чем волноваться, Мабуи-сан. Как бы ни была сильна их ненависть, обещаю, что не причиню вреда. Я не желаю продолжения этих конфликтов. К тому же, верю, шиноби Скрытого Облака смогут разорвать этот порочный круг ненависти. Ваш оптимизм меня поражает, Обита-сан. Я тоже буду стараться помочь вычистить эту въевшуюся ненависть из душ наших людей. Тогда я полагаюсь на вас, весело ответил я, склонив голову. Мабуи же совершила ответный жест, после чего, прижав руку к груди, слегка помахала ею пару раз. Надеюсь, мы еще встретимся. Тихо, едва слышно сказала она, после чего быстро побежала вверх по лестнице. Несколько секунд я был в легком недоумении. Похоже, я ей понравился. Но если бы она знала, что я за человек на самом деле, то прокляла бы всеми возможными словами, которые знала. Тяжело понимать девушек. Выдохнув, я вышел из резиденции. У ворот стоял киллер Би, который чудно двигался в такт напеваемой им самим мелодии. «Йоу-йоу-йоу!» Черт, третье йоу тут лишнее, так и запишу, пробубнил он, записывая мысль в маленький блокнот. Заметив меня, Джинчурики спрятал книжицу, сложил руки на груди и, улыбаясь, выдал очередную недорифму. «Вижу, у тебя все на мази, значит, поступил так, как советовали?» Вроде того, но пришлось импровизировать. Импровизировать? Ну... Скажем так, мои уста не могли сложить сначала нужные текста. Йоу, сделал я попытку, тут же кривя лицо, чувствуя вновь подступающую волну кринжа. О, дурак-простак, да ты не так прост, как мог я полагать, йоу. Но бояться не стоило так, мой брат не стал бы тебя убивать. Ну что-то незаметно, действовал он вполне решительно, пробубнил я, надув щеки. Не делай такого лица, будто переел тунца, ты сначала на себя посмотри, все же ранен, как ни крути. Ты заметил? Спросил я, пристально всматриваясь в собеседника. Ясное дело, дурак-простак, хоть ты и скрываешь, но для меня заметить пустяк. А если уж обнаружил я, то для моего брата это точно херня. Думаешь, он пощадил меня только потому, что я ранен? В глубине души я был слегка разочарован этими словами. Неужели все компромиссы лишь из-за жалости? Ты не понял, что я имел в виду. Он увидел, что ты шиноби, подстать ему, йоу. Поначалу брат думал, что ты жалкий трус, но увидев тебя, не дал воли чувствам. Как тебе уже я сказал, он рассудит все непредвзято, вот так.
Ха, ну не считая нескольких летящих кулаков в мою сторону и сломанный стол, все так, как ты и сказал. Ну вот, а я о чем? Ты парень неплохой, так что стол занял место твое, йоу. Умеешь же ты подбодрить, Би, саркастично ответил я. Да ладно тебе, не гунди, лучше дай кулак в честь мира между нами. В этот момент он вытянул свою руку вперед. Кулак, на котором было множество маленьких шрамов, стертая местами от усиленных тренировок кожа, терпеливо ожидала ответа. Я не заставил его долго ждать. Резкий стук костяшек друг об друга отдался легкой болью, но она была приятной. Би тут же закружился в своем причудливом танце и продолжил. Ну, раз мы теперь не враги, йоу, то до дома нам с тобой по пути. Давай только без рэпа по дороге, окей? Дурак простак, это не просто рэп, это мой стиль, ему равных нет. Это будет долгий день. Пораженчески выдохнул я, пытаясь смириться с мыслью, что буду слушать подобный стиль общения весь день. Но не успели мы сделать и пару шагов, как перед нами полукругом встало 5 шиноби. Они были одеты в серую форму, а на лицах носили маски со символикой скрытого облака, похожие на местный спецотряд, имеющий сходство с Анболиста. Би-сан, мы сопроводим посла до выделенного ему дома. Не стоит волноваться, со мной ему нечего опасаться. Займитесь другими делами, а я и Обита доберемся сами, и... Шиноби переглянулись. Тот, что стоял по центру, вышел вперед и продолжил. Би-сан, я понимаю, лорд Райкаги также велел вам наблюдать за послом, но я убедительно прошу предоставить эту работу нам. Ты чё, не понял, дурак простак? Я иду и точка, по-другому никак. Пока шел этот незамысловатый спор, я внимательно оценивал обстановку. В воздухе уже ощущалось напряжение, которое с каждой секундой нарастало. Мой взгляд заметил, как крайние шиноби держали руки на небольших сумках, в которых лежали кунай. Думаю, Би тоже понял, к чему все ведет, потому что за его чудаковатыми движениями прослеживалась готовность выхватить катаны, висящие на спине. Вот как, тихо прошипел лидер пятерки. Тогда простите нас, Би-сан. С этими словами шиноби резко двинулся влево. Легким взмахом кисти из его руки вылетело несколько кунаев, которые полетели прямиком в меня. Остальные участники нападения тоже не стояли на месте. Двое замыкающих ринулись в атаку с разных сторон, чтобы не дать мне возможности отступить. Центральная двойка последовала примеру лидера и кинула сюрикены. Кольцо замкнулось. Я почувствовал эту жажду крови. Их импульсивные резкие движения полны злобы и страха. Они прекрасно понимают, что делают и какие будут последствия. Люди, дошедшие до конечного этапа своей ненависти и боли. Уголки моих губ невольно поднялись в грустной улыбке. Чего я ожидал? Что могу решить все миром? Пожалуй, это невозможно, однако я обещал Мабуи-сан, что приложу все силы. Взмах клинка. Моя катана отбила кунаи и сюрикены. Глаза уже давно привыкли к таким движениям, поэтому даже шаринган не нужен. В то же время атакующих сзади отбросил Би. Он занял причудливую стойку, держа свои катаны разными частями тела вплоть до рта. Шиноби резко попадали на землю, сделали несколько кувырков и вновь заняли позиции. «Осторожнее!» – крикнул их лидер. «Не заденьте Би-сана!» Брат Рейкаги плотно прижался ко мне спиной, после чего выплюнул катану изо рта и тихо проговорил. Дурачье простачье, одна лишь злоба и больше ничего. Послушай, Обита, не боись, до подкрепления просто держись. Не нападай на этих ребят, а уж потом я их и сам накажу. Это факт. Я повернул голову в сторону Би. Тот внимательно следил за ситуацией. Сейчас на его плечах тяжкий груз, ведь он обязан защитить меня и не допустить смерти своих товарищей, жизнь которых ему не безразлична. В глубине души ему понятно, я могу убить их и оправдать самозащитой. Но этот человек готов пожертвовать даже своей репутацией, чтобы не допустить чьей-либо смерти. И раз наши мысли схожи, я должен ему помочь. «Келлер Би», – начал я, не сводя глаз от атакующих. «Нам ведь нужно просто протянуть время? Тогда позволь мне справиться одному». Джинчурики Восьмихвостого на секунду открыл рот, затем его брови слегка сдвинулись. Он явно ждал пояснений. «К сожалению, у меня нет времени объяснять. Просто поверь в меня, хорошо? Если сейчас ты вступишься, то для них ничего так и не изменится, покуда они не столкнутся со мной лицом к лицу. Внутри них так и останется ярость и жажда убийства. Поэтому дай мне шанс». Би опустил голову. Затем подбросил мечи, которые аккуратно и точно приземлились в ножны. Он сделал пару шагов назад и утвердительно кивнул головой. Прежде чем сконцентрироваться на противнике, я посмотрел на него и улыбнулся так тепло, как только мог. Затем взглянул на капитана нападавших и сказал: «Думаю, ни к чему, чтобы другие страдали из-за нашей перепалки». Тот одобрительно слегка склонил голову вниз, сильнее сжимая подготовленную катану. Времени, чтобы оценить ситуацию, немного. Улицы пустые. Видимо, эти люди под
подготовились и подготовили охрану, чтобы она не мешала. Техники применять опасно. Можно привлечь ненужное внимание или кого-нибудь поранить. И я, и они это прекрасно понимаем. Значит, бой будет исключительно на мечах. 5 бойцов, каждый из которых знает свою роль. Они не станут распыляться на ненужные действия. Им необходимо нанести удар единым кулаком, чтобы я не успел среагировать. Их кунаи и сюрикены лишь проверка моей реакции. Таким образом, эти бойцы подстроят скорость своих ударов под частоту моих блоков. В конце концов, найдя брешь в защите, кто-то обязательно воспользуется и осуществит цель миссии. Хоть с их стороны это и выглядит как идеальный план, мне сразу стало очевидно, что есть одно но. Вся инициатива исходит от их капитана. Лишь его мотивация заставляет бойцов продолжать, несмотря на наказание. Если моя теория верна, то шанс на бескровную победу все еще не так уж и эфемерен. Командир спецотряда медленно отвел правую ногу назад, слегка приподнимая пятку. Он собрался идти в лоб, совсем не скрывая намерений. Видимо, это его ответная благодарность из-за того, что я не втянул киллера Би. Но честным поединком тут и не пахнет. Секундное затишье, прикрываемое лишь щебетанием вечерних птиц, лучи заходчивого солнца, еще освещающего округу. Прекрасный момент, чтобы слеснуть клинки. Лидер резко метнулся вперед. Его движения были невероятно быстрыми и точными. Шаг, другой, после чего резкий удар сверху вниз. Остальные шиноби тоже решились на атаку, сужая круг. Несмотря на их решительность, скорость бойцов оказалась ниже их командира. Мой клинок встретил его. От силы удара я присел на одно колено, но отбросил нападавшего легким толчком. Времени терять нельзя. Быстро посмотрев налево и направо, я занес лезвие катаны за спину, защищаясь от резких размашистых ударов первой двойки, бьющих слева от меня. После моментально перебросил лезвие на правое плечо так, чтобы широкая часть прикрыла мышцы плеча. Звон и скрежет металла, сопровождаемый криками и ругательствами. Финальным движением стала повторная атака капитана, который целился острием прямиком в мое горло. Времени парировать не оставалось. Я слегка сместил руки ближе к цубе своего клинка, двигая рукоять под удар. Попадание острия пришлось в нижнюю ее треть, в десятки сантиметров от моей руки. От ужасного давления мои зубы заскрипели. Но это пустяк. Психологический эффект уже сыграл свою роль. «Ты!» – прошипел лидер атакующих. «Даже не использовал свои мерзкие красные глаза? Настолько считаешь нас слабаками?» «Дело не в этом», – ответил я, сильнее проседая под давлением. «Просто не хотелось бы до этого доводить». «Мелкий ублюдок! Убить его!» – вскрикнул командир спецотряда, вновь занося клинок вверх. Остальные бойцы, услышав мой ответ, тоже пропитались яростью. Отлично. Эта минутная потеря бдительности мне и нужна. Клинки прошли кусок бревна насквозь. Секундное недоумение сменилось ожесточенным негодованием. Лицо командующего резко омрачилось, когда холодная сталь моего клинка коснулась его горла, стоя за его спиной. Я слышал резкое порывистое дыхание, злость и отчаяние в тряске его тела. Меня не так просто назвали призрачный клинок листа. Думаю, ты убедился в этом. «Капитан!» – вскрикнули бойцы. «Стойте!» – сказал я, вытягивая руку вперед. «Лучше вам не двигаться, и никто не пострадает. Обещаю». «Не верьте ему!» – вмешался лидер. «Плевать на меня, делайте, что должны!» Бойцы переглянулись, но не сдвинулись с места. Они колебались, не были готовы к тому, чтобы поставить на кон все. «Чего вы ждете? Атакуйте!» – срывая голос, кричал он. «Они не станут этого делать», – тихо прошептал я. «Гендзюцу, ты, чертов выродок, поймал их в технику!» «Нет, просто твои люди не желают гибели друга и товарища из-за слепой жажды мести». «Да что ты можешь о них знать? Не тебе говорить о гибели других. Из-за тебя погибло столько наших друзей». «Так и есть», – грустно ответил я, сильнее сжимая рукоять катаны. Но прежде чем мы вернемся к попытке поубивать друг друга, позволь мне сказать несколько слов». «Ни за что!» «Думаю, у тебя нет выбора. Да, я убивал, умерщвлял других шиноби, чтобы выжить, спасти братьев по оружию, защитить свою деревню и страну. Думаю, нет нужды тебе объяснять такие простые истины, как долг и честь. Не я начал эту войну и уж тем более не желал ее продолжения. Ведь видеть, как каждый чертов день на твоих глазах копается новая могила, невыносимо тяжело. Но мы, шиноби, орудия наших стран, те, кто обязан держать себя в руках, несмотря ни на что. Ярость, злость, гнев и обида – это роскошь, которую мы не сможем себе позволить, ведь они затмевают рассудок, заставляя нас совершать все больше ошибок.
К чему ты ведешь? К тому, что сейчас именно такой случай. Поддавшись эмоциям, ты подверг опасности своих товарищей, втянул их в это, но я тебя понимаю. Как бы мы ни старались убить эмоции, это невозможно. Потеря близких ранит гораздо сильнее любого клинка. Ты не первый, кто хочет убить меня за сегодня. Даже лидер вашей деревни едва не размазал меня по стенке. На этих словах шиноби и их капитан переглянулись. Вновь послышался легкий шепот. Тогда почему Райкаге сама этого не сделал? Воскликнул командир спецотряда, сжимая кулаки. Потому что он нашел в себе силы заглянуть в будущее. Я повторю те же слова, что сказал ему. Моя смерть ничего не решит, лишь породит большую ненависть. У меня тоже есть замечательные друзья и товарищи, которые познают боль утраты и захотят мести. Наши страны вновь захлестнет война. Они снова погрузятся в пучину вечных битв и смертей. И ты будешь видеть, как те, с кем вчера был на миссии, теперь лежат в сырой земле. Лорд Райкаге хочет лишь одного, чтобы люди, которые верят в него, те, кто пошли на смерть ради защиты будущего деревни Скрытого облака, не погибли напрасно. Поэтому он подавил разъедающую его ненависть изнутри. И я здесь, чтобы покончить с этим ужасным круговоротом ненависти между нашими странами. Думаешь, своими громкими словами ты получишь снисхождение с нашей стороны? Ты, чертов убийца, призрачный клинок листа. Я не прошу вашего снисхождения. И прощения тоже. Как видишь, я не бегу, не прячусь. Я знал, за что сражаюсь. Что и кого хочу защитить. И тоже потерял много хороших людей на этой войне, но, поддавшись злости, я лишь наплюю на их жертву, уничтожу все то, ради чего они отдали жизни. Перед глазами пронеслись картины прошлого. Кин и его люди, Рю и Рин, та Рин, которая отдала жизнь, чтобы уберечь деревню от убийства одного из хвостатых. Тогда боль утраты и ярость выжгли в моем сердце дыру, которая так и не затянулась. Я не смог заполнить ее состраданием, милосердием и двигаться дальше. Пожалуй, даже сейчас это было бы крайне тяжело, но мне не хочется, чтобы эти люди повторили мою судьбу. В этот миг рядом с заговорщиками появилась еще одна группа Анбу. Достав меч, из толпы вышел рослый мужчина. «11-й, что здесь творится?» — воскликнул тот басом. Нависла тишина, их миссия полностью провалилась. Осталось лишь пожинать плоды своей неудачи. Би сложил руки на груди и сделал шаг вперед. Однако я опередил его словами. Прошу прощения, просто я не удержался и предложил дружеский поединок. Если честно, я слышал, что члены Анбу Скрытого облака отличаются особыми умениями в владении катаной. Вот поэтому мы устроили тренировочный бой под контролем Бисана. Джинчурики Восьмихвостого опешил от взглядов, что на нем сконцентрировались, после чего поднял одну руку вверх и воскликнул. «Само собой, дураки-простаки, просто спарринг, а судья здесь Киллер Би!» Рослый покачал головой, выдохнул и уже спокойнее сказал. Би сама, Райкаге сама вряд ли будет в восторге, что вы разрешаете человеку из другой деревни что-то вынюхивать здесь, и уж тем более сражаться с нашими шиноби. Расслабься, с братом уж потом буду на этот счет общаться, и раз уж договор подписан, то в дружеской тренировке есть смысл, йоу. Как скажете, но отведите уже посла в апартаменты, это приказ лорда Райкаге. Понял, не дурак, дурак бы не понял, ответил Би, улыбаясь. Благодарю, а с тобой, 11-й, и всеми вами я поговорю позже. Есть, дружно ответили напавшие на меня шиноби. Группа прибывших быстро испарилась. Я убрал клинок в ножны. 11-й повернулся ко мне и, подняв ранее опущенную голову, спросил. Зачем ты им соврал? Мы с тобой враги, это ничего не изменит. Ни твои слова, ни намерения. Так почему? Как я и сказал, война закончена. И теперь нам всем нужно приложить силы, чтобы восстановить свои деревни, укрепить их силу, воспитать новые поколения шиноби, попытаться закрепить мир, доставшийся такой ценой. На поле битвы мы были противники, но сейчас я не хочу, чтобы ваша жизнь оборвалась из-за одного неправильного шага. Как сказал ваш лидер, будут еще войны, и тогда мы схлестнемся вновь. Пусть я и не хочу этого допустить, но не отрицаю подобного развития событий. Поэтому, коль тебе так нужна моя голова, приди за ней, мы схлестнемся лицом к лицу, а до тех пор отложи свою злобу и посвяти жизни и помощи деревне. 11-й, выслушав меня, молчал, после чего снял маску. «Капитан!» – воскликнули его товарищи. Он жестом руки остановил нарастающее возмущение. Его лицо было искорежено шрамами, местами заметны следы ожогов и переломов. Несколько раз утвердительно кивнув головой, он протянул мне свою руку со словами.
Хоть я ненавижу тебя, но вижу, ты не лишен чести. Если мои товарищи погибли в честной битве с врагом, имеющим идеалы, а не бьющими из-под тишка, похваляясь своими подвигами, то я могу быть спокоен. Они покинули этот мир, как истинные шиноби. Я благодарен тебе и за это, и за то, что не втянул Бисана, и что прикрыл моих ребят. В ответ я обещаю развеять мифы о призрачном клинке листа. Если тебя и есть за что другим ненавидеть, то пусть это хотя бы будет правдой, а не простыми слухами злых языков. Это единственное, что я могу сделать для тебя. Спасибо, ответил я, пожимая крепкую руку. Думаю, больше я бы и просить не смел. Остальные бойцы переглянулись и тоже сняли маски. Их лидер посмотрел мне в глаза и напоследок сказал: запомни наши лица, ведь однажды мы вновь можем встретиться. Тогда докажи нам, что твои слова не были пустым трепом. Обита-учиха, призрачный клинок листа. Сказав это, они надели маски обратно и тут же исчезли, оставив меня и киллера Би одних. Продолжение следует.